Друзья, всем привет, с вами Андрей. Сегодня суббота, время почти 9, немножко поспал. Выходил, было -1, но машина нагрелась, показывает 0 градусов. Еду на барахолку, немножко есть время, пройдусь, посмотрю, что-нибудь куплю интересного. Как говорится, в поисках сокровищ. Читал я про монеты на досуге. Да, есть редкие старые монеты. И их не так много, но они есть, ребят. Надеюсь, что-нибудь интересного найду. Почему я заговорил про монеты? Потому что на этой неделе я пару монет продал, скажу так, за неплохую сумму. И надо пополнить запасы. То есть, чтобы у людей всегда был выбор. И они могли что-то купить себе интересного. Так что сегодня у меня монеты, посуда, может быть, какая-нибудь интересная. Ну и так, что будет, попадется необычное. Так что, ребят, давайте пройдемся. Я уже практически доехал. Сегодня будут костры жечь, потому что на улице холодно. Люди стоят, мерзнут. Вот сама барахолка. Вид с дороги. Ну что, давайте приступим, посмотрим, что тут интересного есть. Видите фотографии, кто-то из дома выезжал, оставили фотографии, люди теперь их продают. Ну, имею в виду, они не фотографии продают, а рамки сами. Я сегодня в перчатках, как настоящий профессионал. Холодно и одеваю, как многие другие одевают. Новый год не за горами. Тут уже продают такие вот разные новогодние декорации. Но вот деревянные статуэтки, они тоже иногда заходят. Хотя надо знать, что покупать. Потому что они все сделаны вручную, и многие люди покупают такие статуэтки охотно. Посмотрите, тут, правда, все в разноброс, разные темы. Но это не ручная работа, это похоже, хотя может быть папье-маше, что ли. Так, ну выглядит красиво. Даже вот второй есть. Ну как вам такой охотник? Большой 10 стоит. Поменьше, наверное, чуть поменьше стоит. Но я пока покупать не буду фигурки, потому что я не уверен в них. Вот. Но они красивые такие. Видно, что сделали на станке токарном. Вот след остался. Болванку сюда вставляют и пошли. Возможно. А потом уже вручную. А это целая сокровищница для любителей старины. Посмотрите, какие ложки. Очень интересные. А это дерево, я думаю. Кожаный переплет. Интересный. Ну так красиво смотрится.
все вперемешку, ребята, так что, как говорится, что увидишь, то найдешь. Ну, вот это, она такая уже немножко потемневшая. Я вот думаю, может быть, здесь крышка должна быть, нет? Как вы думаете? Кстати, посмотрите, тоже интересный стульчик такой, старый. Старая кожа. Но он действительно старый. Здесь аппаратура стоит разная. Телефоны есть. Выбор большой. А вот это жилетка. Это, по-моему, жилетка для водолаза. Кстати, вот эта вот жилетка, она дорого стоит, я вам скажу. Потому что это не дешевое оборудование считается. Ну, я покупать не буду, потому что я этим не интересуюсь. Просто вам показываю, что можно купить на барахолке. Так, ну что, тут еще интересного есть. Вот такие куклы, но они, видно, были мокрые и сейчас просто застыли. Старые коробки. Как в этой свалке можно найти что-то интересное. Это надо, блин, здесь полчаса потратить, чтобы покопаться и что-то достойное найти. Ну или просто так пройтись, как я, и посмотреть, переступая через завалы всего. Продавец говорит, что сегодня одежда по 2 евро. Так что я смотрю дальше. Посмотрите, тарелочка интересная, металлическая. Кстати, я уже покупал наподобие. Это итальянские графины. Стекло обтянутой кожей. Посмотрите. Плюс пробка есть. Закрывается все. Кстати, сегодня такое ощущение, что все продавцы приехали с одного места. Посмотрите, это опять же кислородные вот эти загубники, шланги кислородные. То есть я уже второй раз вижу, что продавцы продают одинаковое оборудование. Это видно, или семья одна, или с одного места они приехали. Тут и ласты, и разные крепления подводные. Посмотрите, ребят. Где-то они привезли это все с одного места. Кислородные баллоны даже есть. Так, здесь провода. Здесь я прохожу мимо. Просматриваю старые коробки. Может быть, что-то интересное есть. Какая-нибудь монетка. Какой-нибудь старый медальон. Но пока ничего нет, ребят. Есть так, ну... То, что я бы купил, не нашел. Вот вам и старый медальон времен ДДР. Это из Лейпцига. Вот такие раньше медали труда вручали немцам. Видите, как все аккуратненько было сделано. Ну вот сделали такую декорацию из гильзы большой. Ну так смотрится интересно. Так, а что здесь? Здесь интересно. Необычно. Посмотрите, игрушки новогодние.
Это говорит о том, что они сделаны давненько, потому что само крепление, посмотрите, оно не то, что сейчас делают китайские вот эти все ширпотреб, да, я называю, а здесь реально крепление, даже я вам затрудняюсь сразу сказать, что за металл, но он очень интересный. Посмотри, это старые новогодние игрушки, ребят. Я сейчас посмотрю, вам скажу точно. Пойду спрошу, сколько стоят такие игрушки. Надо посмотреть, они целые, нет сначала. Но они мне понравились. Они старые, такие интересные. Я посмотрел в интернете, это ручная работа, стекло. Ну, то есть, хорошие винтажные игрушки. Продавец сидит в машине, греется. Добрый день. Вас костет 10 евро. Колокольчик альпийский, австрийский, наверное. Я такой уже брал один. Ну, некоторые берут на декорацию куда-нибудь в отеле. Куда-нибудь такие деревенские можно повешать. Шахматные фигуры, ребята. Ну так, неплохо смотрятся. Но опять же, может быть даже не полностью набор. А здесь представляю противогаз. В наше нестабильное время можно задуматься, купить какой-нибудь. Но это, конечно, использованный, старый, больше как декорация. Хотя, посмотрите, тут еще пломба есть. Ну, вот такой интересный клоун. Тут же, смотрите, мощный фотоаппарат с объективом. Но еще лучше меня, конечно, интересует. Вот жалко, ломают и все. Можно выкинуть. Фарфоровая фигурка. Рояль. Ручная работа, ребята. Вот, но здесь есть скол, это уже все, это дефект, и уже ничего с ней не сделаешь. Это соусница такая интересная. Тут же матрешки лежат, разобраны. Это что такое из африканского? Интересно. Кружка пивная. Да, ребята, фигурки классные были, но это не старая, конечно, штучка, но она такая интересная. Это велосипед. Кстати, он сделан очень добротно. Так, я тут немножко подзавис посмотреть. Разные вот фигурки такие. Ох ты, скол какой некрасивый, а? Дед Мороз-то такой симпатичный. Ребята, тут надо каждый ящик рассматривать. Это нереально столько времени потерять, чтобы все посмотреть. Новогодние игрушки. Направо, направо и по краю. Да, Пуцли раскидал это более 1000 штук теперь собирать. Это полностью ребята выносят из дома, да, вот. И то, что в коробках, просто они даже не смотрят. Вот привозят сюда, скидывают, и уже сам ходишь, роешься, если что-то интересное находишь, им показываешь, они тебе цену говорят, и все. Ну так,
принципе. И тут, посмотрите, рамки деревянные, хорошие. Ужас. Все так. Ткань хорошая. Это, наверное, скатерть. Случайно под ногами нашел зольницу. Зольница интересная. У меня такая была, только чуть поменьше. Was kostet? Ну, цены, конечно, выросли. 20 евро дорого. Ну что, зольницу пока ставил, 20 евро, я понимаю, что это хорошая цена за нее, но проблема в том, что она немножко снизу была помята так хорошенько. Я сразу не увидел, я уж потом, когда цену спросил, рассмотрел ее, ну, мог бы, конечно, скинуть бы, я уже готов был ее за 15 купить, но продавец не согласился, так что оставил ее стоять, идем дальше. Ребята, посмотрите, я нашел очень хороший, это для раздувания камина, вот, кожа, 15 евро хотят. Это, ну, не старый, но он очень так добротно сделан. Здесь металлический наконечник. Так что возьму я. Тут даже герб есть. Ух ты, дерево как заиграло, красиво. Классно, мне понравился. Посмотрите. Позолоченная краска. Сундучок стоит. Синий красный цвет. Интересный. Такой необычный. Подсвечники. И вот такая вот люстра. Хотя я уже ее, по-моему, снимал. Пока никто не покупает. Тут же рядышком старая мебель из 70-х. Интересно, очень столик такой необычный. Посмотрите. Я думаю, что это стекло. Сейчас подойду поближе. Да, это стекло. Ох ты, он еще и металлический. Ну это вообще шикарно. Шикарный столик, ребят. Ну вот такие мне вещи нравятся. Жалко, у меня места нет. Я бы его себе купил. Но он классный. Тут очень много старой мебели. Вот иногда ходишь, смотришь, просто поражаешься. Какая раньше была мебель добротная и качественная. Вот старый стул-качалка. Он до сих пор целый. Ух ты! Котелок. Как вам? Взять? Ну а что? Вдруг пригодится. Вас костает? Спрошу, сколько стоит. Это армейский котелок. Was kostet eine? 8 евро. Комплект. И купил я себе котелок вот такой интересный. Как говорится, вспомню свои армейские годы. Но он новый. Это супер. Так, ну что, купить бабку ёшку. Посмотрите, какая интересная. Прикольная. Блин, а. Взяли кто-то, ветки сломал. Я не знаю, это самодельная кукла или все-таки... но она такая необычная. Прикольно. Возьму, мне она почему-то понравилась. Смотрите, какой нос зачетный. Это вообще так супер, ребят. Ну, вот такие интересные фигурки фарфоровые, но когда ты смотришь и видишь, кто-то палец сломал. Так что все, можно ее оставить. Здесь я вижу, монеты есть. Старые монетки. А это что такое? 1945-1955.
Вас сколько стоит? Сейчас как цену скажет. Смотрите, как он через интернет фотографирует и будет мне цену говорить, сколько. Но это же не интернет, это же барахолка. Он сейчас найдет самую дорогую цену и скажет мне. Ну, когда-то были очень хорошие. Ну нету такого. Он говорит 130 евро. Ну что, ребята, взяла я за 5 евро. Сначала он мне в интернете через Google нашел, что они стоят 130 евро. Я ему объясняю, что те люди, кто это выставляет, может поставить и 1000 евро. Но это не факт, что кто-то купит. Потом мне на телефоне написал 20 евро она стоит. Я говорю, максимум я за нее даю 5 евро и все. Он стоял, думал и за 5 евро мне продал. Это я пришел, мой знакомый, я у него уже беру, он меня знает в лицо, серб. Посмотрите сегодня, сколько у него всего интересного. Какая посуда деревянная, красивая. Просто заглядение. Автор Олейников Петриковка. Даже авторы есть, ребят. По-хорошему, ребята, здесь надо основательно ходить и смотреть, потому что в ящиках может быть что-то интересное лежит. Каждый ящик осматривать, это столько времени понадобится. И посуда такая интересная есть местами. Так что я вам просто показываю таким обзорным, что здесь лежит. Вы смотрите. Я уже не буду смотреть каждую коробку. Ну что, ребятушки, я иду на выход, так что давайте прощаться с вами. То батарея скоро сядет, так как на улице минусовая температура. Смотрим видео, подписываемся. С вами был Андрей. Всем пока.